Всем привет! В эфире Metal Detector. Друзья, за прошедшую неделю вышло немало достойных релизов. Причем отличились именно молодые команды, от которых вас ждут целых 5 дебютных альбомов. Но и помимо них сегодня будет еще одно открытие и 2 уже легендарные группы. Смотрим! Открывает обзор молодой и забористый проект из Германии. Это дебютный диск парней, исполняющих качественный экспериментальный альтернатив металл с элементами хардкор и модерн металл. Бодрые ритмы в сочетании с просто потрясающим и очень подходящим к музыкальной линии вокалом делают этот альбом действительно ярким и индивидуальным. Кстати, в описании я оставил ссылки на еще 2 клипа этого реально зачетного проекта. Es wird aufgegessen, was auf dem Teller ist. Oh, das schmeckt euch nicht. Oh, das schmeckt euch nicht. Es wird aufgegessen. Eat the rich. Eat the rich. Can you look at your shoe and say I deserve to live? You say she's the local slut. Следующий дебютный полноформат представляет команда из Швеции, исполняющая смесь таких жанров, как нью метал и грув метал. У этой группы, помимо отличной музыкальной составляющей, так же как и у предыдущей банды, довольно нестандартный подход к вокальным партиям. Дело в том, что вокалист умудряется менять не только манеру исполнения, но и тембр голоса, отчего общее звучание материала становится интересным и необычным. Альбом очень хорошо продуман с музыкальной стороны и заслуживает всяческих похвал. Молодая во всех смыслах банда из Франции выпустила дебютный полноформатный альбом. Причем выпустила она его, равно как и ранее вышедший мини-альбом, своими силами. Команда играет качественный и бодрый нью-металл, обильно заправив его электроникой. Также примечательно, что 4 из 6 участников группы в той или иной мере исполняют вокальные партии. Новый диск у ребят получился насыщенным и разнообразным. На нем можно услышать как спокойные и лиричные, так и довольно жесткие и расколбасные треки. Также дебютный полноформат записала молодая американская команда, исполняющая альтернатив металл с элементами постгранж. Группа была основана в 2011 году, а в 2013 выпустила мини-альбом, большая часть композиций которого вошла на новый диск. Несмотря на относительную молодость проекта, коллектив выступал на одной сцене с такими известными командами, как Disciple, Ten Years, Lacuna Coil и многими другими. Что же касается нового альбома, то он получился насыщенным и энергетически мощным. Что неудивительно, ведь это все-таки христианская группа.
Ну а следующую команду из Германии, несмотря на выход всего лишь 4-го полноформата, уже смело можно назвать культовой. Дело в том, что группа исполняет прогрессив technical death metal, и любой альбом, да что там альбом, любую композицию коллектива можно смело приравнивать к шедевру. К сожалению, учитывая особенности жанра, в составе команды наблюдается очень большая текучка, и это является еще одной причиной довольно редких релизов группы, существующей вот уже 14 лет. Единственным бессменным участником коллектива является основатель, вокалист и гитарист проекта Штефан Кюммерер. А на очереди весьма необычная и, как по мне, так очень интересная группа из Америки. Парни исполняют атмосферную музыку, стиль которой довольно сложно определить. Здесь есть и прогрессив металл, и мелодик хардкор, и пост-хардкор. Короче, они играют что-то напрочь свое. Красивое, мелодичное, волшебное, непредсказуемое, глючное и реально зачетное. Это дебютный диск банды, и если они будут продолжать в том же духе, то это будет просто замечательно. Рекомендую всем ценителям экспериментальной музыки. В поисках интересной отечественной группы я наткнулся на достойную команду из города Тобольск, уже известного нам своими талантами. Эта группа была основана в 2008 году и после долгих лет экспериментов с музыкальными направлениями остановилась на мелодик дэткор с элементами металкор. За свою историю парни записали множество синглов и демок, а в 2013 выпустили мини-альбом «Манифест мизантропа». Кстати, буквально на днях у команды выходит новый сингл «Рай или забвение», в записи которого приняли участие два приглашенных вокалиста. Ну и напоследок легендарная группа из Греции, записавшая 12-й полноформат. Команда была основана в 1987 году братьями Толис и изначально исполняла грайндкор. Однако вскоре перешла на блэк, в который позже начала добавлять различные элементы готик-металл и этники, при этом оставив экстремальное звучание. Новый диск музыкантов получился насыщенным и энергетически мощным. Что неудивительно, ведь это все-таки антихристианская группа. А на сегодня это все. Наши партнеры: агрессивные рокеры, Рок Изок, Рок Релиджен, Институт рокеров, Институт благородных рокерш и Рок Мем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!